Друзья, всем привет! Вы на канале Откройте Питер, прогулки по Санкт-Петербургу. Сегодня мы пойдем смотреть всю Россию в одном месте. Это Гранд Каньон, Гранд Макет России. Я уже в музее. У нас тут по коридорчике во входу видны за стеклами сами мастера, которые занимаются производством гранд-макета. Мы пока поднимаемся на второй этаж. Хочу сказать про музей. На площади 800 метров, 800 квадратных метров раскинулся гранд-макет России. Находится в здании, построенном в 1953 году. Открылся тестово в 2011. С 2012 уже работает в полную силу, а до этого 5 лет макет создавался и создается по сей день. В 2025 году макет отмечает 13 лет. Вот мы поднимаемся, у нас направо восток уходит, налево уходит запад. Но откуда будем начинать? Будем двигаться по кругу. Будем двигаться по кругу. Думаю, давайте начнем с запада. С западной части. Точнее, даже не западной части, а пойдем от Каспийского района. Сразу оговорюсь и скажу, что макет достаточно детализированный. Очень все мелко. Масштаб 1 к 87, как заявляют авторы. И всего мне вам, конечно, на видео сегодня не показать и не приблизить. И вообще я уже сделал кружок, посмотрел. На все про все у меня около 3 часов ушло с обедом. Очень много интерактивных частей, где движутся автомобили, трактора, люди, поезда. Есть звуковое оформление, есть перемена дня и ночи. Ну и, конечно же, это интереснее всего вживую. Так что, если собираетесь приезжать в Петербург и думаете, куда бы еще сходить, то, наверное, Гранд Каньон, да что меня заело-то сегодня, Гранд-макет Россия. Это то место, где стоит, в принципе, побывать. Макет не точные копии регионов России. Это, как заявляют авторы, лишь собирательный образ. Собирательный образ России. Вот, кстати, мы сейчас посмотрим сразу, как работают управляют машинку. Оп. Оп. Сейчас уйдет в кювет. Оп. Нет. Не получается. Не выходит. Так, здесь у нас очень похожее место на Казань, возможно, или что-то около того. В принципе, везде есть надписи. Центральный регион сейчас перед нами. Есть интерактив, в принципе, интересный для детей и взрослых. Можно нажимать кнопку, и происходят какие-то активности на карте после вашего взаимодействия с ней. Так, там у нас виднеется уже Сочи. Сейчас мы обойдем. О, кстати, на стенах города, мне кажется, все города со всеми гербами. Здесь, видите, у нас уже
Сочинские горы, и мы спускаемся на побережье. Там дяденька продолжает бороться с машиной за перевалом, управляя ее. Можно перед входом сюда, там где кассы, взять в аренду бинокль и через бинокль разглядывать отдаленные районы на макете. Очень забавно, что Гранд Макет продает рекламные площади у себя на макете же. Или можно купить какую-нибудь рекламную площадку и поздравить с днем рождения кого-нибудь. У нас уже Москва, Останкино, Кремль, Москва-Сити. Тебе не надо звонить? А конфеты есть? Да. Аэропорт. То есть Москва представлена отдельно от региона, и также Санкт-Петербург. Сейчас мы вот подходим уже к северо-западная часть. Ну и сразу левее у нас Санкт-Петербург. В принципе, с узнаваемыми объектами. Это у нас уже Стрелка Васильевского острова, биржа, Алые паруса, Витебский вокзал. Большую часть занимает стройка. Возможно, Крузенштерн. О, кстати, ночь начинается. О, кстати, да, там Алые паруса, видите. Начинается ночь. Ночь более всего интересно будет у нас там, на восточной части, на Камчатке, где будет извергаться вулкан. Ну, давайте постоим ночь. Ночь двигаться не будем. Или, может быть, даже сейчас вот тут у стенки есть лайнер. Посмотрим на лайнер. Такой лайнер, кстати, у них макет лайнера продается. На первом этаже, там где столовая, можно прикупить. Кстати, это у нас получается один из аэропортов. Вот насколько детальненько все стараются делать. Даже можно вот что-нибудь нажать. Что-то где-то должно происходить. Вон там ремонт. Уважаемые гости, в принципе, просим вас не пересекать стеклянное ограждение перед вами. Постоянно напоминают. Фотоаппаратами и телефонами. Наши двухъярусные автобусы. Наши в Петербурге. Типичное для Санкт-Петербурга освещение. Это перетяжки над дорогой, точнее. Вот у нас светает. Светает. Метро, кстати, даже есть как в Москве, так и в Петербурге есть метро. Ну, какая-то образная станция. Ничего конкретного. Ну и самое западное у нас получается регион. Это Калининград. Калининградская область. В принципе, здесь только железнодорожный вокзал еще немецкий узнаваем. Там собор, но это не тот кафедральный собор, что на острове Канта. Пам-пам-пам-пам-пам. Не виднеется ни одного, ну, по крайней мере, для меня узнаваемого
объектов в Калининграде, даже хотя бы Дом Советов. Ну, по крайней мере, вот я не помню, как это здание называется на Советском проспекте, но, по-моему, оно похоже как таковое. Так, возвращаемся к Санкт-Петербургу. У нас Петропавловская крепость, Петропавловский собор, шпиль с ангелом, хранителем. Это очень прикольно, даже дым из трубы как будто бы идет. Видите, макет постоянной реконструкции, изменениях. Здесь какое-то производство, как будто бы делают атомных реакторов некое. Опять же, это северо-западный регион. Возможно, это у нас что-нибудь с Петрозаводском связано. Ну, ты там типа никуда не выходишь. Арктика ждет. Могу ошибаться. Да, вот у нас вот опять северо-западный регион. Напоминают нам якобы. Ну и опять чуть левее уже у нас Москва оказывается. И, конечно же, куда Москва без пробок. Здесь вот на мосту пробка в левую сторону. Москва-Сити. Так, здесь у нас опять детали и всякие пасхалки интересные, которые надо прям своими глазами разглядывать. Много, наверное, в интернете есть фотографий. Здесь одна из... Ладно, я в Телеграме отправлял. Так, вот, кстати, можем сейчас... У нас истекает время, и кто будет нажимать? Мое? Передаю, да. Полномочия. Вот, все, так, готовы. Все, жмем мельницу. И вот, конечно, на мельнице начинает у нас... На что клюют курочки? На червя. А подожди, пойдем покажу. Ты видел свиней? Пойдем. Они тоже двигаются? Вот там свиноферма, а вот тут у людей, вон там, видишь? Это пасхалочка. Да. Там еще в восточной части есть русская банька называется. Женщины голые купаются, и мужик посматривает, его баба бьет по голове. Да. Такая вот у нас интересная, что у нас, чистка фарватера, что-то происходит. Опять северо-западный регион продолжается по надписи. И у нас здесь подводные лодки. Даже не смотреть, написано секретно. Подводная лодка в разрезе. Так случилось, так получилось. Ну, возможно, что это? Северодвинск. Завод Севмаш, звездочка. Всем привет. Ну, кстати, там уже атомная станция Росатома с одним реактором. Перемещаемся в центральный, видимо, регион. Какой-то секретный, видите, секретный завод. Что-то очень секретное, но непонятное. Это нефтеперерабатывающий, скорее всего. Вот. Плюс у нас, возможно, это Плесецк. Где у нас еще какой космодром может быть в России? Ой, кстати, опять же, одна из пасхалочек. Видите, тут у нас капустное поле и аисты, и дети. То есть аисты находят детей в капусте, а потом там в восточном регионе в роддом их приносят.
там будем на востоке, я покажу роддом номер 3. Так, вот мы как раз уже у той мечети были. Это а-ля Казань у нас. Ипподром. Кстати, да, даже здесь вот есть ипподром, который кони по бегу кругом бегают по кругу. И можно вот на кнопочку через 44 секунды их запустить. Но не будем останавливаться. Опять же, так как макет, мне кажется, обрастал вокруг железной дороги, и железная дорога это была двигателем, и вообще первым, что из макета было создано, как раз здесь очень много у нас вокзалов. Очень много железных дорог. Вокзалы, видите, поезда у нас еще снизу проходят. То есть они у нас заменяются. О, кстати, даже Сапсан есть. Сапсан скоростной. Что заработало? Говорил, что на вокзале. А, на вокзале. Вот так. Ладно. Да, сейчас шум мы слышим. Это все какие-то колонки тут на крыше, на потолке. Подскажите, мне кажется, это какой-нибудь Владимир. А, по-моему, во Владимирской области у нас летом проходят фестивали воздушных шаров. Возможно, это отсылочка туда. Опять мост. Вот у нас опять горы уже начинаются. То есть мы уже в районе Приуралья. Хотя все тут написано пока что еще центральный регион. Но я вот налево поворачиваю голову, вижу... О, прогулка. Это у нас Турма. А можно вас попросить прогулку нажать? Нет? И у нас в Турме начинают людишки гулять. Внезапно. Ну, Приуралье. Как бы не знаю, насколько это тонкий намек на толстые обстоятельства. Но добыча угля, камня не всегда руками свободных людей происходило. Так, что? Ну, мы одну половину осилили. Проходим сквозь Уральский хребет. И продолжаем. Это у нас уже получается за Уралье. Здесь у нас где-то альпинисты должны быть. Лесной. Вот, лесной пожар. Будем ждать? Давай. А он вертолет будет после. 3 минуты без. Так, ладно, мы здесь 3 минуты не будем задерживаться, но у нас тут, простите, плотино организовалась, причем, маленький спойлер, с другой стороны тоже плотинка будет. Что я альпинистов так и не разглядел. Вот. Очень странно. Я издалека я увидел, кстати, альпинистов. А они настолько маленькие, что вот видите, вот фигурки, как маленькие таракашки, карабкаются наверх. Вот. И насколько детально и проработаны деревья. Причем очень узнаваемо это будет или там лиственное, или еловое дерево. Это вся Россия. Целая плавучая платформа по добыче, скорее всего. Приразломная. Причем она у нас может в разрезе посмотреть, как выглядит возможно. И как раз вот добыча, и у нас уходит якобы под земь. Что-то добывают со днов. Еще классный, вот тут в эпоксидку зарыли аквалангистов, которые, видимо, что-то на приразломной чинят и сваривают. Вот. И описание самой платформы.
Ладно, двигаемся дальше. Пейнтбольный клуб. Видимо, на якобы старый завод. И вот вся территория старого завода оккупирована пейнтболятами. Видимо, для этого нас фоткали, чтобы сделать нам сувенирные магниты. За 600 рублей. Да. Ну, там, там. Прошу прощения. Вообще. Да, вас тут из-под тишка фотографируют сотрудники Гранд Макета, а потом на выходе вам предлагают найти себя на магнитике, и магнитик такой стоит, избушка на курьих ножках. Так, пилорама. Вот опять у нас активность по нажиманию. Так, давайте, кто-нибудь нажмет. Вот, замигало на пилораме что-то. Поднимается дрова. И там вроде дергаются люди. Баба Яга. Мама, Баба Яга. Работники. Боже мой. Ножа и топора. Ой, там вот у нас колотят из Поднимается бревен деревья. дома. Так, вот в этой Азии. Так, здесь у нас край земли, но это получается уже Зауралье и где-нибудь какая-нибудь Якутия, полагаю я. Металлисты. Ну, не те, которые по музыке, а те, которые по сбору металла. Вот разбирают кораблик и поднимают наверх, и там на Ниве будут все вывозить. Думается мне. Там вон цирк приехал. Слонов перегружают. Нефтехимический завод почти в разрезе. Для детей и, в принципе, для взрослых ничто не мешает вам сюда встать, быть выше и немножко с высоты на все посмотреть. И таких ступенек очень много. В принципе, если уже мало людей, как сейчас, а сейчас, правда, мало людей, когда я сюда пришел, здесь прям, не протолкнуться было. Вот можно прямо идти по этой ступеньке и все всматриваться в каждую детальку, что здесь люди делают. У нас, походу, начинается снова ночь. Опять железнодорожный вокзал. Но пока ночь, мы опять постоим, понаблюдаем. Здесь вот на этих колоннах интерактивные экраны. Сейчас они как раз имитируют закат солнца. И причем у нас закат идет не во всем зале одновременно, а начиная с восточной части и двигается в западную. То есть у нас в Калининграде еще день, но буквально это задержка в несколько секунд. Здесь подсвечен, остается снизу револьвер. Револьвер по смене составов железнодорожных. Вот, не знаю, сейчас попадем ли мы в перекручивание. Скорее всего, нет, но поезда, которые здесь ездят, они постоянно меняются. Занимается управлением всеми поездами и автомашинами целая команда в реальном времени. Мужчины сидят, мониторят. Если что, прибегает, выбегает, поправляют. Мы уже одного такого видели. Вот здесь, видите, здесь такие рекламные щиты мини, на которые вы можете свою рекламу заказать или поздравить с днем рождения кого-нибудь. Сюда привезти и показать ему. Наверное, будет человеку приятно. Не знаю, зачем тут эти вот салюты
Но почему бы, пусть будет, да, как говорится, у нас тем временем начинается день и чуть-чуть зимы. Чуть-чуть зимы тут мы застали. Такой плавный переход. Вот, тут нажали кнопочку, и рекламный билборд начал подсвечиваться и светиться. И также тут ярмарка. Тоже нажимаем. Загорелись огонечки на ярмарке. Какой-то ДК в виде герба. Они использовали просто монету номиналом, наверное, 3 копейки, судя по размеру. Так, ну мы по той стороне еще пройдем. Давайте будем двигаться. О, моржи у нас тут в прорубях купаются. Опять какое-то нефтегазовое местоположение. В черном джемпере. Его через... Давайте я вот тут... У нас осталось 17 секунд. Сейчас постоим, я нажму. Посмотрим, видимо, тут как-то должно что-то, какая-то нефтедобыча начать происходить. Так, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поезд. Класс. Так, ну все, давайте, нефтедобыча пошла. Да. Качаем нефть, друзья. Ну и с добычей нефти у нас оленеводы. За нас уже все посчитали. 172 оленя. Стоянка оленеводов. Якобы. Вечная мерзлота. Кто-то добывает нефть, а кто-то добывает мамонта. Кто-то добывает, кстати, медведя, но его браконьеров, этих браконьеров поймали. И вот таких деталюшек, маленьких, как называется, пасхалки, здесь очень много. Очень много. И не удивлюсь, что где-нибудь там в глубине... А, вон, кстати, да, русская банька называется. Не знаю, тут я приближу или нет, забуду или нет, но... Венником женщина гонит мужика, который подглядывал за 3 голыми женщинами. Тоже такая вот пасхалочка от авторов. Опять железнодорожный вокзал. Тут мы уже практически в самой восточной части нашей необъятной страны. То есть, в принципе, поезда прямо отсюда могут и наверняка идут до Санкт-Петербурга. Так, а здесь-то что у нас интересного? Тоже, по-моему, что-то было. Что-то было, что-то нет. Опять же напомню, масштаб 1 к 87. Военный аэродром. Военный аэродром со стратегическим бомбардировщиком Ту-95. 4-винтовым. Так, нам надо походить до следующей ночи, чтобы увидеть извержение вулкана. Так, что здесь было, что здесь было? Здесь у нас опять военная часть. Военная часть и...
подготовка десантников. Видимо, вот тут как-то они карабкаются, куда-то ползают якобы. Опять же, вот здесь снизу макета техническая часть. Там видны лампочки, шмампочки, всякие схемы управления всем. Ну и вот у нас самая восточная часть — это Камчатка с камчатским вулканом. Уважаемые гости, фото и видеосъемка разрешена только из-за ограждения макета. Гейзеры. Так, Трогать макет категорически не допустимо. вот я опять сейчас нажму, у нас тут гейзеры работают. На первом этаже организован прокат. Аудио. Спасибо. О. Уплыли. А вот они. Глаза стынь. Так, ну ладно, мы здесь задерживаться не будем, посмотрим пока Владивосток, скорее всего, да, у нас мост русский, вантовый. И, кстати, тоже вот монетка на счастье. Можно якобы тут у нас глубины Владивостокской бухты. И вот в эти щели можно кидать монетки. И вот тут все, что накидали, это сами посетители сделали. Так, ну давайте двигаемся дальше по кругу. Это что, мама? Так, отдых дикарем. Ну, опять тут больше минуты надо ждать. Не будем. Посмотрим. Так, точно знаю, что вот этот должен крутиться флюгер. Не флюгер, а как его? Да, эти Или электрогенератор, или вот это для добычи воды тоже могли использовать такие. это только башня. О, краболовки. Старые укрепления за камчатским крабом. Да, краболовки здесь. Так, ну, будет темнеть, я быстренько прибегу, и мы посмотрим с вами Камчатку. Извержение вулкана. Инфотех. Рекламный щит от Инфотеха. Кто с Дальнего Востока, друзья, напишите, похоже ли. Тут у нас будни олигарха вот, на яхточке случились. Так вот, кто с Дальнего Востока, похоже ли на то, как это у вас выглядит. Так, Дальний Восток. Где-то тут у нас должен оказаться Путин на медведе. И роддом. Главное еще про роддом не забыть. Вот насколько все мелкое, маленькое. И это ведь все вручную сделано. Каждая фигурка человека. Вон, человечек через канаву шел, у него сломалась доска, и вот он падает. Ну и вот, родильный дом. И видите, у него на крыше тоже аист. Принес ребенка, того, который был там у нас в западной части, найденный в капустном поле. Так, не знаю. Вот там часы на стене отсчитывают, видимо, смену дня и ночи.
скорее всего. У нас еще 4 минуты с половиной до следующей ночи. Так что давайте пройдем чуть-чуть. О, здесь опять какая-то военная часть. Какое-то построение. Стоят коробками. Всевозможная техника. Какая-то, наверное, мотострелковая бригада или еще кто. Даже, посмотрите, щиты. Уменьшенные копии. Это еще советские ДСАФовские плакаты. Как, из чего состоит РПГ, из чего состоит снайперская винтовка Дегтярева. Здесь это, видимо, станковый пулемет. Ох, прикольно, прикольно. Видал я такие, видал вживую, воочию. О, кстати, здесь вот опять железная дорога, это кольцевая штука, она не кольцевая, а как это правильно называется в депо? Веерное депо. И эта штука, опять же, действующая. Сейчас, может быть, мы здесь постоим, подождем, и какой-нибудь состав нет-нет доедет, ну, по крайней мере, этот зеленый, я точно видел, подъезжает на этот круг, его поворачивает на нужные ворота, и он заезжает в них. Ну и потом совершает обратный маневр. Ну, давайте, пока ничего не происходит, покажу здесь инсталляция якобы авария в депо. Вот тут подогнали кран, пытаются поднять локомотив, как будто бы. Но на чуть больше 2 минут у нас остается до смены дня и ночи. А пока мы как раз подошли к неизвестному мужчине на медведе. Не знаю, нас, может быть, когда-нибудь даже пустят поближе. Не знаю. Так, ну давайте, я тут якобы приближаю, но не знаю, видите вы эту штуку или нет. Но тут... О, в болоте затонул какой-то МТЛБВ, наверное. Ну или на базе МТЛБВ. Вот видите, тут такая надпись. Кто это? И артель старателей. Тут же еще золото добывают. Ой, а там какие-то амурские тигры и... Ленские столпы. Вон там Ленские столбы. Видимо, это у нас река Лена якобы. И все праздник лета происходит. Какой-то шаманский. Абсолютно. Что тут происходит? Буксует. И лебедица заодно. Ну, забавно. Так, ладно, у нас меньше минуты. Возвращаемся на Камчатку. Опять же, кто узнает свои города, тут у нас буква Г, и так у нас по алфавиту до самого конца уходит. Город Гай, Оренбургская область. Город Гай. Вологда. Великий Устюг. Кто из Великого? Благовещенск, Дальний Восток, привет. Беломорск. Ангарск опять, Иркутская область. Так, что-то у нас время подошло. Да, все, вот. Начались красные, загорелись полоски, и синие сейчас загорятся, и шум, слышите шум?
могу сказать, что эпично, но, ну, правда, так. Необычно, особенно когда это вживую первый раз видишь. Вызывает некий восторг. Из серии вопроса, а что так можно было? Ну вот. Видимо, да. Видите, у нас там ночь. Тут вот, где извергается вулкан. Естественно, деревья пожженные. Видимо, так, наверное, бы и произошло, если бы по правде так было. Вот. Такая вот Камчатка, такой Дальний Восток. Возвращаемся там, где мы, по-моему, закончили. Да, здесь вот. Продолжаем смотреть. Ну, опять же, мы двигаемся в сторону запада к Уралу. За Уралью. О! Здесь у нас инсценировка Тунгусского метеорита. Собственно, получается. Оп. Стройка. Двое работают, трое смотрят. Как обычно. Так, здесь что-то про аквалангистов. Так, ну, сейчас к ним вернемся. Здесь у нас следы НЛО. Видите, круги на полях соорудили. Телеканал Санкт-Петербург решил приехать поснимать почему-то за Урал. Не ближний свет, ну да ладно. О, там что-то на болоте, какая-то охота, как будто бы. А, вот там в лесу, кстати, йети есть, снежный человек. Вот. Так, у этого вокзала мы уже с той стороны проходили. Сейчас задерживаться не будем. Итак, еще одна из пасхалок. Это здесь, видите, гоголевский черт. Вот там вот красный демон на кладбище. Так, друзья, смотрите, уже 44 минуты, а я бегло-бегло все вам показываю. Кстати, кинопавильон. И НЛО, которая на магнитной подушке. И вот это все киностудия. Очень тоже все детальненько. О, в тире мужчины стреляют. Киностудия, ладно. Убегаем дальше. Так, и здесь что у нас? Надпись «Спелеологи». И, кстати, они не одни такие. Вот тут вот нет, в скале. Были спелеологи у нас в разрезе. В смысле, не сам спелеолог, а гора, в которой вот они там лезли. А это у нас сейчас воды Байкала получаются. Якобы. Прибайкалье. Забайкалье. Как бы не было удобно. Руссо туристо. Облика морали. О, аист, кстати. Так, нам тут надо 20 секунд подождать и... Все, кто первый? Оп. Кто первый нажмет? Давай, нажимай. Ну, ты нажимай, то сейчас паренек-то нажмет. Я из самого не вижу. А он на проволочке, видишь, висит. Вот, все. Оп, и полетел.
Сколько вам это видно или не видно, но... Видимо, что у него в лапах что-то непонятно. Непонятно. Ребенку не дали нажать кнопочку. Так, что здесь у нас? Сурхарбан. Не знаю, что такое Сурхарбан. Кто знает, напишите в комментарии. Вот здесь вот там написано на сосне. На вокзале. Оп. И что? И что нажал? Просто озвучивается. Номер 378, сообщение Чита-Красноярск, прибыл на 4-й путь. Будьте внимательны и осторожны. Я вокзал. Очень забавно, что... Давай. Оп, нажал. Загорелись, закрутились аттракционы. Вот, забавно, как они оформили здесь якобы ковшом. Проскребло. Оргстекло защитное. Ага, каменнообрабатывающий завод, но в принципе камень как-то сюда привозят, обрабатывают, и сразу получается у нас могилки, те, которые уходят туда, где черт гоголевский, на кладбище. Слушайте, такой это длинный вокзал, перрон, все как бы детальненько, но это у нас все Сибирь продолжается, сибирская. Да, тут вот написано Сибирь. Сайберия. О, кстати, гаражный секрет. Тут у нас гаражи в разрезе. У кого-то машины, у кого-то мотоциклы, у кого-то какие-то что-то там хранится. А у кого-то в гараже 2-й этаж с диванчиком и столиком, бутылочкой. А кто-то просто в гараже выпивает. Вот такие приколюшки. Малая авиация, планеры. Вот та самая ГРЭС, ну или плотина. Кто-то тут бейсджампингом занимается, видите? На мосту висит человечек. Не знаю, отсвечивает, не отсвечивает, вам вот видно. Тут же прокладывают трубы, краны, строят новую магистраль. Правда, она здесь что-то уже сразу сломалась, как будто. Так, и мы уже оказываемся на границе между Европой и Азией, о чем свидетельствует этот знак. Давайте поднимусь повыше. Покажу. Рафтинг, или как этот правильно-то называется, спортивный сплав. Да, рафтинг. По Заморскому. 5-6-10 человечки плавают. Аквалангист куда-то идет. Его там тоже действующий шлагбаум, не понял. И вот спелеолог идет. И здесь вот оказывается в пещере. Вот, действующий шлагбаум. Вон там шлагбаум действующий. Окей, через железные дорожные пути. Интересно, у меня есть ли машина? Очень маленький, конечно. Мне бы R17 пойдет. Так. Здесь я ничего не помню, чтобы было какое-то забавное, пасхальное. Но, как вы видите, мы опять вот оказались посередине, между Востоком и Западом. Это у нас Уральский хребет практически. Какой-нибудь тут Приазовье, рыбацкие байки у костра.
Дымящийся паровоз проедет через 1,5 минуты. Нет, ладно, дымящийся паровоз не будем. А вот передаю привет от жителей этой диорамы, практически этого макета, которые просят не ломать их. Вот, простите. Вот, бегленько, но на целых 50 минут показал масштабы, объемы и содержание гранд-макета «Россия». Конечно же, сюда надо приходить самому и вживую все это смотреть. Ну и, наверное, можно взять бинокль у них здесь в аренду и через бинокль всеми вот этими удаленными объектами не то чтобы насладиться, но очень интересно рассматривать, потому что вот там вот видно, что на балкончике что-то люди делают, или вот там в туннеле что-то чинят. И иногда бывают прям такие курьезные вещи забавные, что ты даже и умиляешься от неожиданности. А здесь, кстати, вот ребята сидят и всем этим делом, хозяйством управляют и мониторят. Вы были на канале «Откройте Питер. Прогулки по Санкт-Петербургу». Сегодня мы были в гранд-макете «Россия». Друзья, подписываемся, ставим лайки, там какие-нибудь активности. Пока-пока. Я здесь уже, наверное, часа 4. Ну да, мы здесь с 2 часов практически успели и пообедать, и кофе попить, и все рассмотреть. По здесь местному времени мы здесь 2 недели. 2 недели. 14 ночей тут у нас сменилось, пока мы здесь ходим. Ладно, друзья, заговариваюсь, устал. Всем пока. Приходите.